Приветствую вас на канале Твой Конфликт. Речь сегодня пойдет о таком бюджетном флагмане, как Vivo U31. Погнали смотреть! Итак, внешний вид Vivo U31. Тут, в принципе, сказать нечего, есть вырез, как вы видите. Экран, в принципе, рамки не особо толстые, не особо тонкие. То, что сейчас делают многие производители данных аппаратов. Он у нас поставляется вот такой вот расцветочкой. Это черный асфальт у них называется, градиент. Приятный такой металлический, алюминиевый. Здоровская расцветка, мне, кстати, понравилась, хотя она заходит не все. Здесь у нас 3 камеры, то есть он не выглядит дешевым и каким-то бюджетным. Это исполнение внешнего вида почти как у флагманов, тех же Vivo, да. Если вы не в курсе, то компания Vivo это не какой-то там левый бренд, это у нас тот же Realme, тот же Oppo. В общем, все это дело принадлежит концерну BBK, если кто был не в курсе. С верхней грани это у нас микрофон шумоподавления, эта грань у нас пустая, здесь у нас динамик, здесь стерео нет, Type-C, микрофон и мини-джек, разъем для наушников. На боковой грани это у нас сканер отпечатка пальцев и также клавиша включения. И здесь качелька громкости. Что касается лично моего мнения по внешнему виду этого телефона, то мне он нравится. Как он выглядит, компания Vivo очередной раз не налажала и сделала достаточно симпатичный, красивый дизайн, в комплекте которого они не забыли положить вот такой силиконовый прозрачный чехольчик с усиленными углами, то есть без чехла я не рекомендую его носить, потому что задняя панель у него пластиковая, пластик мягкий, такой же приблизительно как у Poco X3, ну и у многих других бюджетных телефонов. Здесь у нас Snapdragon 662, по сути это реинкарнация Snapdragon 660, который в свое время использовался Xiaomi Redmi Note 7. Это был в свое время топчик такой, который набирал в Antutu 200 тысяч баллов. Камера используется здесь 48 мегапикселей основная, 2 вспомогательных модуля. Ширика здесь, к сожалению, нет. Здесь у нас используется, насколько я помню, 8-мегапиксельная камера, которая может писать Full HD при 30 кадрах в секунду. Основная камера тоже, кстати, пишет Full HD при 30 кадрах в секунду. 4К они не пишут, но с помощью Google камеры мы можем сюда сделать Full HD при 60 кадрах в секунду. Что касается мнения технических характеристик, в принципе, по звуку этот телефон достаточно неплохо воспроизводит, как по Bluetooth. Bluetooth здесь версии 5.0. Поддержка кодеков. Вот, кстати, поддержки кодеков IPTX здесь нет, здесь есть поддержка AAC, что, в принципе, обычному рядовому пользователю вполне достаточно, он разницы особой ты и не заметит. Особенно, если вы используете наушники там стоимостью до 4000 рублей, то, в принципе, вам будет вообще фиолетово. Вписывается ли этот телефон по техническим характеристикам в 2021 год или не вписывается, я хочу сказать, да, он вписывается, его, в принципе, технических характеристик хватает, если вы не играете в игрушки и не используете какие-то ресурсоемкие задачи. Итак, переходим к тесту. Первый у нас на тесте будет Antutu Benchmark. Он у нас здесь набирает, как вы видите, 202 тысячи баллов. Я специально пересмотрел свой старый обзор Redmi Note 7, кстати, вот здесь в подсказочке будет. Тот набирает 201 тысячу баллов. Правда, там была версия Antutu 9.0, если я не ошибаюсь. Здесь версия Antutu 9.1.2. Ну, в принципе, плюс-минус та же фигня. В принципе, все здесь нормально. Ну, а теперь переходим к тесту фото и видео. Throttling тест процессора у нас длился 6 минут 36 секунд. Как вы видите, был провал ниже 80%, но он продержался недолго, потом он выровнялся. По ощущениям, телефон, ну, тепленький, градусов, я думаю, 35 он нагрелся, в принципе, неплохо. Переходим к игровому тесту. Итак, предложил он мне скачать клиент на выбор либо HD, либо не HD, и, в принципе,
судя по этому железу, конечно же, я выбрал не HD, потому что, ну, характеристики этого смартфона, конечно, на HD, наверное, нет. Сейчас мы посмотрим, как он будет себя вести в упрощенном клиенте. Ну, что я могу сказать? Вот, ну, плавности нет, есть определенные рывки. Кстати, к сожалению, счетчиков FPS нет. Ну, вы видите, да, с определенными рывками. Ну, короче, что я могу сказать? Играть не очень, честно сказать, комфортно. Но я еще умудрился кого-то убить. Не, подлагивает, ребят, но, конечно, блин, пострадать, конечно, можно и порубить. Но это такое себе удовольствие. Допустим, на том же Poco F1, который сейчас бэушный, можно купить там от 8 до 10 тысяч. Производительность, блин, там просто разница колоссальная. Ранение в жопу, как говорит Nostalgia ПК. По внешнему виду этого телефона, тут в принципе сказать ничего плохого про него нельзя. Выглядит классно, чехольчик в комплекте, зарядка 18-ваттная, заряжается быстро. Короче, все здорово. Экран очень читаемый, яркости хватает даже при солнечном свете. По железу, если вы в игры не играете, слушаете музыку, серфинг в интернете, то вам этих технических характеристик в принципе хватит. Единственное, что лучше старайтесь там подсобрать денег и купить версию не 464, а 4128. Места лишним не бывает. По звуку. Звук тут в принципе на троечку. Слушать можно. Каких-то там сильных недочетов по звуку я особо не услышал. То есть тут как бы от этого телефона что-то требовать лучше. Это тоже глупо, потому что он стоит, ну, сами знаете. По автономности 5000 мАч, опять же повторюсь, если в игры не играть, у вас все время включен LTE интернет, либо там Wi-Fi, то на 2 дня хватает вообще в принципе спокойно. Но опять же, если вы не будете там 6 часов видео смотреть, хотя этот телефон, видео на ютубчике может порядка 7 часов проигрывать, да, там в HD качестве. По камерам, вот эта камера снимает, ну, в принципе, на 3 с плюсом, учитывая стоимость этого телефона, как видео, так и фото. Здесь же намного интереснее все становится. То есть дневные фотки благодаря HDR и искусственному интеллекту получается на троечку, а вот ночные фотки уже близкие к 4. То есть ночь он вытягивает очень даже неплохо. Настоятельно рекомендую тем, кто хочет его купить, либо купил. На форуме ForPDA есть обзор, ну, раздел, посвященный этому Vivo U31. Там есть подборка камер и конфигураций под эти камеры. Рекомендую установить и пользоваться лучше Google камерой, либо пользоваться вот таким приложением, как OpenCamera. Стоковая камера, вот эта, она, честно сказать, барахло. Фотки получаются, вместо синего неба у вас получается серое, вместо зеленой травы она у вас получается серо-грязная, вместо там красного цвета у вас получается кирпично-коричневый. В общем, она тут не сбалансирована. При учете того, что версия у меня стоит обновление системы FunTouch самый последний, 1.12.1, как бы вот. Технические характеристики этого телефона, они по сути технические характеристики Redmi Note 7. Что я могу сказать? Redmi Note 7 по камерам был, на мой взгляд, поинтереснее, но хуже по автономности. Тут все-таки батарея 5000 мАч, и здесь полноценный Full HD+ дисплей. По программной части, вот тут, наверное, начинается в нем самое интересное. Телефон получился лагучим. В каком плане лагучий? Вот, допустим, запускаем ВКонтакте, ждем. Открылся, и слава богу, да? В принципе, не особо долго, но мы уже как бы привыкли и считаем, что 21 век, и он как бы уже должен это вообще все делать моментально. Тут почему-то моментального мы эффекта не получаем. Ну и вот, смотрите, вот вам как прокручивается лента. Вы видите, да, подтормаживание, подгрузки какие-то. Вы не думайте, что у меня тут хреновый интернет, у меня пол мегабита. И по Wi-Fi я его тестировал, он порядка 65 мегабайт в секунду выдает, то есть подгружается он замечательно. Тут проблема в программной части. То есть весь тот софт, который стоит в прошивке этого телефона, он висит в памяти и буквально там чуть ли не 3 гига сжирает сразу. То есть, если вы не знаете, как его ускорить, то рекомендую зайти на форум ForPDA, найти ветку этого телефона. Там, кстати, я тоже по этому поводу отписывался.
И с помощью программы ADB убрать здесь вообще все лишнее, он начинает работать на порядок лучше. Я же склонен верить к тому, что китайцы все-таки допилят прошивку и оптимизацию сделают. В силу того, что все мои недовольства программным обеспечением его работы в этом телефоне, я им отправил в службу поддержки, они обещали, что в короткое время устранят все эти недочеты и выпустят новую прошивку. Ну, не факт, конечно, это китайцы. Датчик приближения работает нормально, проблем с ним никаких нет, в отличие от того же Xiaomi Redmi Note 10, у которого постоянно телефон жил благодаря этому датчику своей жизнью. По сканеру отпечатка пальцев все замечательно здесь работает. Прикладываешь, то есть здесь никаких претензий к нему нет. Датчик освещения тоже работает вполне, кстати, нормально, даже если вот вы выставите в авторежиме, он вполне адекватно регулирует яркость экрана. Допустим, новый за 16 тысяч рублей, или сколько он там сейчас стоит, 15 тысяч рублей, я его брать не рекомендую, в силу того, что есть более интересные вещи, которые можно приобрести за эти деньги. Если же вы все же не передумали и хотите его купить, рекомендую посмотреть его на Авито. Его можно купить буквально там за 9-12 тысяч рублей. Он будет новенький, вот как я взял, на гарантии. Телефону 2 месяца, но человек не смог вот с этими лагами системы ужиться. Собственно, все. Понравилось видео, как обычно, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям, если кто-то там загорелся его купить, отправляйте смело друга ко мне на этот обзор мнения, и он как бы все поймет, есть ли смысл его брать или нет его смысла брать. Да? Если у вас такой же телефон есть, пишите в комментарии, пишите, с какими сложностями вы столкнулись, или может быть у вас все работает нормально. И самое главное, не болейте, берегите себя и всем удачи. Всем пока.